Делаем установку печки для обогрева вот этого домика. Сейчас я вам покажу, значит, какая печка. Так, у нас здесь, значит, идет установлена печка Invicta, модель Bradford. Вот. Значит, это модель Bradford, французская производителя. Вот ее параметры, габариты. И она такая вся чугунная, разборная. Вот. Здесь, значит, у нас что у нее есть. У нее в комплекте есть вот такая ручка. Снизу сделан у нее зольный ящик. Зольный ящик. Это у нее наклейка от ее 5 звезд каких-то там чего-то. Экология. Регулировка притока воздуха через зольный ящик. И регулировка поддува на стекло. Вот почему-то она здесь не над дверкой, а внутри дверки почему-то это делается. Регулировка странная очень. Какая-то вещь. Очень странная. Ну, ладно. Ручка такая в стиле лофт. Притяжной механизм. Дверца вся чугунная. Спицы сделаны. Стекло каленое. Стекло стоит у нас на шнурке для расширения. Внутри у нас что есть? Обдув на задней стенке есть. Дожик, так сказать. Приток воздуха через зольный ящик и на стекло. То есть три притока воздуха есть. Здесь, значит, у нас печной зуб. Вот он чугунный, изогнутый. Это ограничитель дров. Ну, собственно, и все. Так, внутри зольная камера, там все понятно. Стенки, они пустотелые. У них внутри сделано пространство для того, чтобы конвекция проходила. Вот. И она, значит, холодный воздух проходит снизу, нагревается на боковых стенках. И вот здесь, слева-справа, выходит горячий воздух. Вот. Там, если видно, вот там вот стенки пустые. Между ними проходит воздух. Здесь специальные ребра такие сделаны для того, чтобы максимально снимать тепло. Подключение верхнее, если кому нужно. Жарить здесь что-то не получится, только если подогревать. Значит, поставили шиберную задвижечку небольшую. Сделали основание. ЦСП плюс плитка. И стенка у нас, значит, сделана из кнафовской плиты, не горючей полностью, под отделку. И здесь сделан вент-зазор проветриваемый. Вот. Еще, значит, у нас что здесь есть? Дымоход стоит сзади у нас. На консоль у нас оперты. Там мы поставили стойки, которым притягивается консоль внутри стены. Сделали распил, противопожарную распушку. Собрали дымоход. И вот это у нас приток воздуха сюда внутрь на отбор мощности для обогрева на втором этаже комнаты. Дымоход у нас сам вот здесь происходит, дым проходит, а воздух засасывается здесь. С той стороны воздух приходит у нас через вот этот вент-зазор сверху и через вент-зазор снизу, тем самым проветривая там внутри место, и это более безопасно получается. Так, пойдем на второй этаж. Вот у нас второй этаж. Не знаю, здесь он говорил, что, может быть, они будут в будущем здесь делать перегородки какие-то. И это будет... Вот отсюда выходить будет горячий воздух для обогрева.
Здесь, естественно, противопожарная распушка вся сделана, все распилено. Применили так называемую утку для смещения, чтобы обойти вот эту стропилину. Здесь, конечно, такая стройка, экономия по материалам. Разбег стропил очень большой. Ну, такой вот фланчик прикрутили. Еще вату еще не убрали. Надо будет убрать. Но он хочет, заказчик в будущем, здесь закрыть это все декоративной какой-то стеночкой, столбом. Так. Ну все, дымоход, естественно, выше конька поднимается у нас. Сейчас будем затапливать. Первая протопка.
Но регулировка здесь что-то не очень. Стекло сразу же коптиться начинает.